Знаете, что есть общего у всех людей с яркими нарциссическими чертами? Это люди, которые умеют устраивать скандал просто на пустом месте из воздуха. Им не нужен никакой реальный повод, им нужна только ваша эмоциональная реакция. В этом видео я расскажу о 5 самых дурацких придирках, которые нарциссы используют для того, чтобы спровоцировать с вами скандал. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы говорим о дурацких придирках нарциссов. Если вам это видео интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая, самая дурацкая придирка для того, чтобы спровоцировать скандал, это придраться к внешности. Ты что это так нарядилась? Ты кого там собираешься впечатлять? Или ты что, будешь меня позорить вот в этой одежде, что ли, своей? Дело в том, что не существует правильного или неправильного наряда. Мы одеваемся так, как оно как-то соответствует нашему настроению, каким-то внутренним переживаниям. Но поскольку у нарцисса уж сложно придраться к вашему внутреннему миру, потому что, во-первых, эта штука такая абстрактная, субъективная, во-вторых, нужно вообще-то изначально иметь интерес к этому внутреннему миру. А вот если придраться к какому-то такому формальному признаку, например, у тебя лиловое платье, оно туда не подходит, или у тебя там, скажем, обтягивающие джинсы. И вот ты уже теперь тут сама оправдывайся, насколько они там обтягивающие или не обтягивающие. На самом деле нарциссу не так важно, как вы там одеты. Ему важно, чтобы можно было как-то к чему-то придраться. Таким образом он как бы чувствует, что он контролирует вообще вашу внешность, он контролирует своего человека, который рядом с ним есть. Ну и, конечно, ему важно, чтобы вы начали оправдываться в той ситуации, когда, как говорится, докажи, что ты не верблюд. То есть, оправдываться по поводу того, что на вас надето, это вообще бессмысленно, потому что это вопрос вкусовой. Но вот он цепляет вас, и все, скандал поднесся, начинается какой-то конфликт, он чувствует, что он эмоционально вас раскачивает. Таким образом, у него есть вот эта иллюзия контроля вас, вашей эмоциональной сферы. Вторая дурацкая придирка для того, чтобы спровоцировать скандал. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Мужчина с нарциссическими чертами, рядом с ним женщина, вот они вместе пошли в какую-то компанию, приходят, и он начинает ей высказывать: ты с моими друзьями очень странно себя вела, ты постоянно молчала, все подумали, что вот ты высокомерная, что ты этих людей как-то не любишь, и вам надо оправдываться. Или наоборот, ты слишком болтала, все подумали, что ты слишком легкомысленная и какая-то вот слишком поверхностная, что ты какая-то дешевка. Как ты позоришь меня своим поведением. В таком случае происходит две вещи. Во-первых, нарцисс тебе говорит о том, что ты ведешь себя неадекватной ситуации. То есть это газлайтинг. Ты себя ведешь как-то таким образом, что все понимают, что ты неуместна, а ты этого не видишь даже. Ты даже не можешь это понять, не можешь осознать степень своей неадекватности. И во-вторых, он провоцирует таким образом конфликт, потому что, скажем, если вы пошли с ним к его друзьям, и вы там вели себя каким-то образом, еще не освоившись в этой новой компании, что естественно в любой компании новой нужно как-то немножко понять, что там вообще как там люди себя ведут, то вместо того, чтобы, грубо говоря, помочь вам адаптироваться, как-то поддержать вас и ввести в круг своих друзей, он начинает вас критиковать, причем, понимаете, вы даже не можете ничего ему ответить, потому что вы не знаете, как там у них принято. То есть вы не понимаете, как вас оценивали его друзья, потому что вы-то их вообще не знаете. Он-то хоть примерно может это предполагать. Соответственно, вы чувствуете себя, что вас близкий человек как-то просаживает, и вам можете испытывать, грусть, обиду, раздражение, гнев, тревогу. Вы начинаете ему отвечать, все, скандал начался, он получил то, что хотел. Он вас эмоционально контролирует, причем еще общая идея такая, что вы, в общем, не компанейский человек, не знаете, как себя вести в компании, и вообще надо держаться поближе к нему, потому что хотя бы он к нормальным людям вас, так сказать, сможет вывести. Третья придирка для скандала у нарцисса – это претензии вам, что вы о нем не так заботитесь. Не так суп посолила, не так, как-то поддержала меня, когда у меня была очередная какая-то драматическая ситуация там на работе. Ты, не смеялась с моих шуток, еще чего-то. То есть ты, постоянно не дотягиваешь. В такой ситуации нарцисс находится в своей этой инфантильной позиции, связано это с тем, что нарциссическая травма, она происходит в детстве. И он ведет себя по отношению к вам, как, мог бы ребенок вести себя по отношению к матери, когда вот он от матери хочет чего-то получить, внимание, заботы, ласки, еще чего-то, но не знает, как это попросить, потому что еще не умеет говорить о своих чувствах, формировать свои потребности и просто капризничает. Вот взрослый такой человек рядом с вами начинает капризничать, что ты в сексе как-то не угадала, чего я хотел, ты, с родителями моими неправильно разговаривала, еще чего-то, то есть все не то, все не так. В здоровых отношениях мы исходим из такого представления о ценности взаимных отношений и поддерживаем друг друга, исходя из того, насколько мы можем это сделать, и понимаем, что другой человек тоже нас поддерживает. Когда есть вот эта претензия, что ты недостаточно обо мне заботишься, это какая-то такая ситуация из сказки про вот эту, Золушка, которая была нелюбимой падчерицей, это капризная такая мачеха. Четвертая дурацкая придирка, которая нарцисс провоцирует конфликты, он устраивает дистанционные качели.
То есть вот он то вам говорит, что вы слишком навязчивая, и вам надо больше времени проводить отдельно, и что вы слишком как-то вот, не знаю, засюсюкали его, то в следующий момент он говорит, что ты слишком холодная, мы редко бываем вместе, как-то ты какая-то вот эмоционально, ну, не вовлеченная в эти отношения. Вы слышите эти противоречивые такие вот какие-то сигналы, и вам сложно с этим как-то вот вообще справиться, понять, что происходит. То есть, грубо говоря, нарцисс ведет себя так, как будто бы он то в тревожной, то в избегающем вот этом типе привязанности, только вот так вот постоянно переключаются. Нарцисс в такой ситуации преследует две цели. Во-первых, поскольку он постоянно чем-то недоволен, то вы оказываетесь тем человеком, который ну, как будто бы реагирует на его эти претензии, соответственно, баланс значимости сдвигается в его сторону. Он более важный, потому что у него есть претензии к вам, а вы должны как-то на них реагировать. Ну и вторая цель, которую он преследует, он вас изолирует. Потому что когда с его стороны постоянно есть эти претензии по поводу того, что вас слишком много или вас слишком мало, вы, ну, хотите не хотите, будете постоянно думать об этих отношениях. Вы уже не думаете о своих близких, о своих увлечениях, о себе. Вы начинаете думать больше об этом человеке, об этих вот конфликтных, непонятных, сложных, проблемных отношениях. Вас туда утягивает, и потом оказывается, что у вас в жизни, кроме этих отношений, уже ничего и нет. Кстати, если вы узнаете себя в этом видео и понимаете, что ваша жизнь протекает в таком перманентном, непонятном, каком-то бессмысленном, беспричинном скандале, хотите как-то с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, и мы с вами работаем. Иногда нужно просто, так сказать, расставить акценты, чтобы понять вообще, в каком направлении двигаться. Это конфликты, которые имеют какую-то причину, или это конфликты, основной причиной которых является желание одного из партнеров устраивать такие вот, знаете, испанскую какую-то драму вместо отношений. Пятая дурацкая придирка для скандала — это когда нарцисс начинает придираться к времени, к вашим каким-то мини-опозданиям. Ну, понятно, что никому не нравится, когда другой человек опаздывает, если вы с ним договорились по поводу важного какого-то встречи. Но когда нарцисс начинает, знаете, вводить такой формализм в ваши отношения, когда вы там договорились, ну, где-то часиков в 5 встретиться в кафе, вы приходите там, скажем, в 17:03, и он говорит, почему ты на 3 минуты опоздала. Ну, очевидно, что здесь это как будто бы неуместно в общих каких-то правилах. Но он придирается к формализму, он показывает вам на часы, и вот уже начинается какой-то скандал. То есть вам в такой ситуации нечего ответить, потому что ну, сложно как-то сказать, что послушай, когда мы с тобой договаривались на часиков в 5, имелось в виду, что плюс-минус 15 минут. Нет, в таком случае вы не договоритесь, потому что он будет просто придерживаться к такому буквоедскому вот этому формализму, что 5 часов это 5 часов, 5:01 это уже опоздание. Опять же, нарцисс провоцирует этот конфликт не для того, чтобы вы более пунктуально себя вели. Он его провоцирует, во-первых, для того, чтобы просто поконфликтовать, вас эмоционально раскачать, почувствовать себя, что он владеет вашей эмоциональной сферой. И во-вторых, он потихонечку устраивает такую маленькую казарму в отношениях. То есть он такой вот сержант, а вы должны, значит, в 05:00 быть уже там, не знаю, на кухне там, или в постели, или еще где-то. То есть он пытается вас еще и контролировать таким образом. То есть все эти придирки — это именно что придирки. Это попытка спровоцировать какой-то скандал, вызвать у вас чувство вины и почувствовать контроль. Если вы узнаете себя в такой ситуации, вам надо понять, что это причина не в вас, причина просто в таком поведении другого человека рядом с вами. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, вы можете написать их в комментариях. Если же это вопрос какой-то более подробный или вы хотите задать его лично, можете писать мне личные сообщения. Под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, туда можете написать. Также поставьте лайк под этим видео. Я смотрю, какие видео набирают больше лайков и стараюсь писать продолжение именно на эти темы. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.